Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 26 июня по 2 июля. Мои дорогие тельцы, уже на неделе один месяц с вторым месяцем лета встречается. И время летит просто очень быстро. Ну, давайте узнаем, каковы подсказки карт. И, конечно, мы будем с вами реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, потому что у каждого своя жизненная история. Но я надеюсь, что образы карт и ваша интуиция помогут вам принять какое-то решение или прояснить для себя, может быть, что-то, поразмышляя, с чем-то определиться. Правда, выпадает у нас прямо, вылетела Верховная Жрица, старший аркан. Сохраняйте нейтралитет, больше наблюдайте. Где-то анализируйте, но я имею в виду не ту глубокую философию, на глубине точнее, которой мы можем застрять, до бесконечности что-то обдумывая. Нет, вот здесь надо принять как раз альтернативные варианты развития событий. Вы могли хотеть какие-то желания там, или, допустим, ваше намерение, цель у вас сейчас как на повестке дня пульсирующей точкой стоит. Так вот, здесь надо принять то, что вам дает судьба. То, что на первый взгляд, может быть, кажется криво, непонятно, по-дурацки даже. А вы знаете, в этом может быть какой-то как и выход, так и какие-то новые возможности. Это карта независимости, и поэтому где-то подумать надо, может быть, о финансовой даже независимости, почему нет. Здесь как будто ни люди, ни ситуации должны на нас не влиять. Может быть, нам придется подкорректировать какие-то планы, поскольку обстоятельства жизни нас как будто к этому вынудят. И нужно быть готовым, чтобы, может быть, взять свою мечту в каком-то альтернативном варианте или воспользоваться теми событиями, которые будут у вас складываться. Знаете, мы себе не устанавливаем каких-то табу, вот если так в общем. Ну, давайте, можно долго, каждый старший аркан, ну, часа два как минимум. Но выпадает еще ваша карта, это королева Пентаклей, и надо не забывать, наверное, в дополнение к Верховной Жрице, что королева Пентаклей создала себя сама. Это как раз ваша карта. И здесь все будет для вас важно. Как ваше здоровье, как ваша бодрость. В плане профилактики, в первую очередь, да, про здоровье мы говорим, потому что внешний вид, кстати, и имидж. Вот нет то, что мы можем оставить на потом. Где-то режим многозадачности, центр ваших интересов, который будет являться. Вопросы финансовой вот, безопасности, стабильности или решения каких-то ваших финансовых проблем, может быть, у кого-то и так. Вопросы работы, вашего творчества, построения карьеры. Одним словом, все вопросы благополучия словно встречаются в одной точке. Вполне вероятно, на этой неделе вам придется сделать какой-то выбор или какую-то информацию, может быть, вы узнаете. По Верховной Жрице, ведь это карта тайных знаний. И здесь они нам могут открыться. То, что для нас прежде было, ну, недопустимо. А здесь мы скажем, о, в самый раз. Такие метаморфозы в нашей жизни мы тоже допускаем. Ладно, много сказала. Но ведь у каждого своя какая-то история, правда? И кому-то эта подсказка может быть нужна. Итак, первая карта. Что важно знать? На неделю с 26 июня по 2 июля. Чего не избежать или может быть неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности, дела, работа, бизнес. Что у нас там будет складываться? Что у нас по финансам на неделю? Ну и вопросы личной жизни. Давайте будем узнавать, что важно знать. Но все-таки финансы. И стабильность в первую очередь. И каковы бы ни были обстоятельства, мы пользуемся всем тем, что у нас есть как будто вокруг. Но если мы говорим про финансы, деньги мы не тратим. И несмотря на то, что кто-то из вас получит достаточно крупную даже сумму денег, но впереди перемены, это девятка по нумерологии, мы словно находимся вот на каком-то пороговом значении. Нам придется шагнуть в будущее, и поэтому мы должны быть наиболее ресурсны, но деньги будут, и вообще вот, наверное, где-то невозмутимость, где-то независимость дополняет карта в значении Верховной Жрицы, старший аркан.
это будет как основа всего. На самосохранение где-то самого себя, может быть, обустройство быта. Все-таки по карте нам дают понять о том, что какой-то комфорт, уют, стабильность, богатство, может быть, отчасти есть и роскошь даже по этой карте. Все зависит, мы, безусловно, разные. Что у вас сейчас стоит на повестке дня? И здесь могут быть разные вопросы, как и начиная от того, где мне заработать деньги или как мне заработать деньги, так и заканчивая вопросами, может быть, переезда, недвижимости. Ну, в общем, все то, что составляет для нас комфорт, уют и безопасность, ну и благополучие в целом, чего не избежать. Вообще можно заканчивать все наши размышления, наверное, потому что выпадает карта Солнца. Но понятно, мы карты откроем, мы же выложили их все же. Но чего не избежать? Это карта успеха, это карта, когда у нас получится осуществить план. Наверное, получится осуществить свою цель, намерение в том случае, если мы будем более гибкие где-то. Не случайно у вас перевернулись. Опять же, возвращаюсь к старшему аркану Верховная Жрица, да, и ваша карта Королева Пентаклей. Видеть, с одной стороны, ситуацию конкретно или решать вопросы конкретно, но допускать то, что какие-то наши планы нам придется подкорректировать. Независимость суждений. Это не значит, что мы кому-то навязываем мнение. Нет, по Верховной Жрице мы тут как раз больше отступаем полшага назад, наблюдаем, анализируем, причем рационально анализируем, не через эмоции мы не пропускаем, потому что Верховная Жрица — холодная карта, логика, рационализм и как раз принятие невозможного. И даже если обстоятельства какие-то невозможные, но поверьте, к чему-то вас это подталкивает. Какая-то обстановка словно вынуждает тельца действовать каким-то определенным образом. И вот понятно для чего, чего не избежать. Карта Солнца — это успех. Это мы должны быть счастливы, мои дорогие тельцы. И даже если это счастье мы каким-то, ну, парадоксальным методом выстраиваем. И этот вариант, значит, для вас на данный момент времени наиболее приемлем. Безусловно, это карта нашего эго, когда мы хотим добиться каких-то определенных успехов и высот. И мы этого добьемся также. Чему сейчас не время или что может помешать, если мы, тем не менее, ну, нет ничего, чтобы нам помешало. Правда, это карта победителя, причем победы в финансовом каком-то успехе, когда у нас что-то получается. Но надо сказать два момента, что нам может помешать. Нет явных помех, правда. Нет тех обстоятельств, которые бы вам конкретно какие-то препоны ставили, тельцы. Но есть вариант, когда мы от золотого тельца будем без ума или поставим на первое место финансы. И все остальное для нас словно померкнет во мгле. Такого быть не должно. Поэтому наши какие-то высокие устремления, как и духовность, они должны оставаться для нас в приоритете. Как будто наше вдохновение – это то, от чего мы можем оттолкнуться даже в какой-то сложный момент. И как раз карта нам дополняет о том, что да, будут перемены по финансам. С одной стороны, если мы обращаемся, то нам помогают, оказывают помощь, буквально поддерживают наш проект. И к нам могут обращаться одолжить денег. Это не предусматривает карта. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Если вы, может быть, выступаете так или иначе в роли мецената, когда вы поддерживаете кого-то, ну, мало ли, тут кто угодно может пройти. Может быть, ваши дети и какое-то вложение там идет в детей. Или вы вкладываетесь, может быть, в свой дом, строительство. Но на этой неделе нам говорят, траты нужно уменьшить. Мои дорогие, для чего-то это говорят. По девятке Пентаклей нам тоже говорят, что деньги будут. Но мы деньги не тратим, потому что перемены. И здесь нам карта как будто напоминает о том, что ну, какая-то рациональная трата в плане финансов или планирования для нас тоже будет актуальна. И, опять же, не зацикливаться на деньгах. Вот как-то так нам придется выходить из какой-то ситуации, может быть, кому-то отказывая буквально, но, значит, делать это нужно не грубо, не в грубой форме, а может быть дать какой-то совет. Если мы сталкиваемся с таким
ну, с такой ситуацией. Либо же, значит, для нас придется, может быть, правильно рассчитать какие-то наши доходы и расходы, но нет явных помех, если мы правильно как-то рассчитаем свои силы, так и финансы. А что нам будет помогать? Вот все, что я сказала, рационализм, где-то холодная карта, как и верховная жрица. Но это у нас про образ Юдифи, а Юдифи, как известно, я уже не буду этот исторический библейский факт рассказывать. Кому интересно, я думаю, вы найдете это в интернет. И мы должны больше отказываться от чего-то, правда? И смотреть, зрить в корень, вот так. Быть как более хладнокровным в наших решениях. Никому не рассказывать о наших планах, ведь если бы Юдив всем рассказала, но у нее бы вот этот сумасшедший, будем говорить, проект, он бы не получился, потому что обязательно кто-то бы проболтался, или она себя бы поставила под удар, или, ну, тут вообще какие-то могли произойти невероятные события. Вот, видимо, собственная вера в свои силы, так и когда мы не предвосхищаем, не объявляем, не афишируем, что мы собираемся в последующем делать, где-то на своей волне. И при том, при всем, кстати, что мы транслируем-то больше дружелюбия, где-то открытость миру, но мы настолько сконцентрированы и холодны внутренне, что нам это помогает. Вот совершенно разные энергии. Видимо, вот такая логика, рационализм. С одной стороны, пытаемся что-то просчитать, а с другой стороны, мы готовы к тому, что все может перевернуться каким-то другим образом, которым мы не предполагали. Одним словом, мы умеем смотреть страху в глаза. Вот так. Мы можем столкнуться со своей тенью, но значит нам это будет совершенно необходимо. Что-то очень серьезно важное может стоять у вас на пороге дня, недели. У кого-то это один, может быть, момент какой-то на неделе, но он будет настолько для вас важен ценой в жизнь, на какой-то долгий период вашей жизни. Дела, работа, бизнес. Не ускоряемся, это точно. Старший аркан умеренности. Что-то мы тут не можем изменить, потому что, правда, есть какая-то цикличность. И если мы себя словно не подгоняем, а делаем планомерно, вот все то, что я сейчас говорила, особенно по карте Королева мечей, выполняем планомерно какие-то поставленные нами же самими задачи, и мы взаимодействуем словно теми событиями, которые у нас есть на данный момент времени. Но если у нас, допустим, происходят задержки по той или иной причине, ведь это у нас дела, работа, бизнес, и могут задерживаться как и документы, так может быть еще какая-то ситуация, которая зависит от людей. И мы на это тоже не влияем. Значит, принимаем это как данность, идем дальше все равно и рассматриваем какие-то альтернативные варианты. Здесь может быть ситуация между парадоксом каким-то и между тем какой-то реальностью, которую вы бы хотели создать. Вот какое-то среднее арифметическое вам придется найти. Может быть, вообще для вас неделя покажется, знаете, как уравнение со сплошными неизвестностями, и вам с этим придется взаимодействовать. И спокойная, надо сказать, ведь неделя. Успех нам уже какой-то обещают. Значит, мы словно, я бы сказала, мои дорогие тельцы, не должны вспугнуть удачу. И даже если мы сталкиваемся со своим страхом. Финансы. Мы не должны от чего-то отказаться. Вообще очень благополучная неделя. Знаете, мы еще и не должны ведь расслабиться где-то. Нам показывают, что и по финансам хорошо. Посмотрите, какая-то явно личная история ваша. Если вы человек семейный или вы в паре, значит, тут как и взаимопомощь, взаимоподдержка может быть. Здесь и вдохновение, и воодушевление. Здесь что-то для нас складывается хорошо, когда нас поддерживают близкие, или мы радуемся за близких. Мы можем расслабиться, а нам нельзя. Вообще сама по себе благополучная неделя. Но вот эти холодные карты, как королева мечей, что нам помогает, как и старший аркан, возвращаясь, верховная жрица, правда, какое-то уравнение. То есть то, что мы достигли на данный момент, это мы удерживаем, но словно мы от этого должны оттолкнуться и использовать все возможности. Что-то вы не должны упустить, мои дорогие. При том, при всем, что вам захочется где-то расслабиться и, может быть, не просто за себя порадоваться, а чем-то себя побаловать.
Но вы знаете, не могу сказать, что вы можете на этой неделе себя побаловать. Правда, будут какие-то приятности. Видимо, будут события, которые сами вам улыбок на лице добавят. Но это не повод успокаиваться в личной жизни. И здесь может быть, конечно, как отношения на расстоянии или какие-то вопросы, связанные с переездом, может быть, переездом с семьей. Или это ваш какой-то проект, которому вы придаете значение. Карта звезда, нет ничего невозможного. И все, что я говорила сейчас, она словно подтверждает, потому что это выбор правильного направления. Вообще, надо сказать, в колоде Таро две карты выбора правильного направления. Две. Первая – Солнце, а вторая – карта звезда. И если Солнце у нас говорит нам о периоде в несколько месяцев, будем говорить где-то полгода, вот до конца 2023 года. А звезда – это десятилетие. Это, наверное, вот тот Плутон, который перейдет в Водолея в следующем году. Вы должны понимать, что я сейчас строю успех и видеть какие-то свои ориентиры на далекий период времени. То есть не расслабишься. Почему? Потому что важно видеть цель, к которой вы стремитесь, и здесь будут какие-то возможности. Значит, с одной стороны, мы себе должны где-то не помешать какими-то неправильными действиями или отказом от какой-то реальности, когда, ну, с чем-то нам, может быть, не хочется взаимодействовать, или мы как-то видели по-другому, для нас какой-то другой вариант более предпочтительный, а вот который нам дает судьба, это так себе, а тем не менее нам так себе надо принять и увидеть для себя какое-то рациональное зерно, какой-то, знаете, ход небесных фишек, в какой-то в своей последовательности исполнения какого-то главного желания. Назовите это миссией личной вашей какой-то в жизни. Не должен меняться от того, что мы буквально можем психануть, настоять на своем. Или словно проболтаться, что-то предвосхитить. Ведь счастье и удача любят тишину. Мы это тоже не должны нарушить. Какие-то вопросы могут задерживаться, правда. Может проиграться карта, кстати, с умеренностью, как задержки по времени или какой-то ваш проект, который быстро не может быть реализован. Поэтому мы должны быть к этому готовы, где-то какую-то ситуацию точно не педалировать. Мы не сможем что-то изменить или как-то убыстрить. С другой стороны, карта звезда может проигрываться как расстояние буквально в километраже. У кого-то поездки, которые вы начнете, или переезды планировать. Или если вы думали, что я буду ехать, допустим, в одном каком-то направлении, за эту неделю могут открыться новые события и возможности, и нам придется, может быть, изменить это направление или как-то что-то перестроить, переиграть. Значит, это тоже нужно как будто принимать, потому что на данный момент или этап нашей жизни мы можем еще что-то не видеть. Шикарная неделя, и у вас выпали, ну, прекрасные карты. Но первая выпала карта Верховная Жрица, и как будто следует продолжение. Всему свое время, мои дорогие тельцы, прекрасная неделя, но я бы сказала, идем по ситуации. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.